Готовлю очень сытный, вкусный, закусочный салат с колбасой и блинчиками. Сначала готовлю блинчики. Попалось яйцо с 2 желтками. К нему добавляю щепотку соли, немножко перчу и каплю сахара. Перемешиваю. Добавляю чайную ложку муки и пару чайных ложек молока. Перемешиваю. Из такого теста, где мало муки, получится не классический блинчик, а омлет. Даю тесту постоять минут 20-30, чтобы разошлась мука. Через 20 минут тесто для блинчиков стало однородным. На сковороду добавляю немного растительного масла, распределяю по сковороде, хорошо нагреваю, еще раз перемешиваю тесто и выливаю на хорошо разогретую сковороду первый блинчик. Выпекаю, как обычный блинчик, а вы на канале готовим с вами вместе. Стараюсь блинчик не пересушить, чтобы был нежным. У меня получилось 2 блинчика. Выкладываю на тарелку, пусть остывают. А пока нарежу крупную луковицу. Нарезаю полуперышками и разбираю на отдельные перышки, чтобы лук не получился большими кусками. На сковороду наливаю растительное масло и отправляю жариться лук. А в это время нарезаю среднюю морковку. Сначала тонкими пластинками, потом по диагонали на тонкую соломку. Лук почти готов, зарумянился, и можно добавлять морковь. Перемешиваю с луком и обжариваю вместе на среднем огне. Когда уже морковь хорошо обжарилась, чтобы овощи тоже были вкусными, слегка присаливаю, слегка добавляю черного молотого перца и можно добавить немножко, совсем чуть-чуть порошка сухого чеснока, а можно и не добавлять. Все хорошенько перемешиваю, готовлю на сковороде до тех пор, пока морковь не станет совсем готовой, а слегка-слегка похрустывает. Мне так вкусно. А за это время блинчики остыли, и теперь их нарезаю также соломкой, как лук и морковь. Мне нравится, когда в салате все ингредиенты нарезаны приблизительно одинаковой формы. Так салат смотрится гармоничнее и красивее, и мне кажется, что и вкуснее. Начинаю собирать салат. В миску для смешивания отправляю нарезанные блинчики, 2-3 столовые ложки консервированного горошка. Нарезаю 1 крупный соленый огурец, также подойдет и маринованный. Нарезаю сначала пластинами, а потом по диагонали соломкой. И отправляю в миску. И туда же добавляю остывшие поджаренный лук и морковь. А теперь нарезаю колбасу. Точно так же соломкой. Сначала на кружочки, потом пополам и поперек. В салатах мне больше нравится колбаса типа салями или сервелата, не очень жесткая. А теперь добавляю 1 столовую ложку майонеза, у меня домашний. И весь салат хорошенько перемешиваю. Пробую на соль, если надо, то немножко добавляю. Перемешиваю и выкладываю в салатник. Такой салат хорошо подойдет для праздничного застолья. Он получается яркого вкуса, сытный, насыщенный, очень вкусный закусочный салат. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!